Израильские военно-воздушные силы вновь нанесли авиаудар по территории Сирии, выбрав в качестве целей стратегически важные военные и инфраструктурные объекты. По данным сирийских источников, под удары попали военный аэродром Т-4, расположенный в провинции Хомс, военный аэропорт в Хаме, а также научно-исследовательский центр в районе Барзе, Дамаск. В результате атаки объект в Хаме был практически полностью уничтожен, а на остальных объектах зафиксированы серьезные разрушения. Помимо воздушной атаки, ситуация осложнилась событиями в городе Нава. Согласно поступающей информации, в этот населенный пункт вошли израильские войска, где столкнулись с сопротивлением со стороны местных вооруженных групп. Столкновения привели к многочисленным жертвам, среди которых оказались и мирные жители. По данным сирийских источников, город подвергся интенсивному обстрелу, что усугубило гуманитарную ситуацию. Арабские и международные СМИ активно освещают произошедшее. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что в авиаударе принимали участие 4 израильских истребителя, которые нанесли несколько ракетных ударов по обозначенным целям. В свою очередь, израильское военное радио утверждает, что основной задачей данной атаки было не только нанесение ущерба сирийским объектам, но и демонстрация силы, направленная в адрес Турции. Стоит отметить, что официальный Иерусалим пока не дал никаких комментариев по поводу случившегося. Однако эксперты отмечают, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться. В последние месяцы израильские удары по Сирии происходят все чаще, что во многом связано с попытками ослабить влияние Ирана в регионе. Однако новый аспект, возможное послание Турции, добавляет дополнительный уровень напряженности и может повлиять на развитие геополитической обстановки. Как Анкара отреагирует на возможный сигнал со стороны Израиля, пока остается неизвестным. Однако аналитики не исключают, что в ближайшее время могут последовать дипломатические или даже военные ответные шаги. В любом случае, события в Сирии продолжают развиваться по крайне тревожному сценарию, превращая страну в арену сложных политических и военных столкновений. Израильское военное руководство выражает серьезную обеспокоенность в связи с возможным усилением турецкого военного присутствия на авиабазах в Сирии. Этот вопрос приобретает особую актуальность на фоне продолжающихся переговоров Анкары с Дамаском о заключении соглашения в сфере безопасности. В случае достижения договоренностей и создания турецких военных объектов в Сирии, регион может столкнуться с новой эскалацией напряженности, что неминуемо отразится на ситуации в целом и приведет к очередному витку нестабильности. Особое беспокойство вызывает возможность создания турецкой авиабазы в Пальмире. По мнению израильских военных, этот шаг может не только усилить военное присутствие Турции в Сирии, но и значительно повысить риск потенциального столкновения между израильскими и турецкими силами. Израильская сторона рассматривает такие инициативы как прямую угрозу безопасности страны, особенно в контексте продолжающихся операций по противодействию вооруженным формированиям, поддерживаемым извне. На данный момент вероятность открытого военного столкновения между Израилем и Турцией остается относительно низкой, однако динамика событий в регионе указывает на то, что этот баланс может измениться в любой момент. Ближний Восток уже давно является ареной сложных геополитических игр, где любое действие приводит к ответной реакции. В условиях усиливающейся конкуренции за влияние в регионе любая военная активность Анкары может быть воспринята в Израиле как фактор, требующий немедленного реагирования. Недавние авиаудары Израиля по сирийским объектам стали очередным звеном в цепи военных операций, направленных на предотвращение укрепления нежелательного присутствия в регионе. В ходе этих атак были поражены важные стратегические объекты, включая военную инфраструктуру в центральной части Сирии. Сообщается, что под удар попала авиабаза Т-4, расположенная вблизи Пальмиры, где находились вооружения, способные изменить баланс сил в регионе.
В результате нанесен значительный ущерб объектам, которые могли быть использованы для наращивания военного потенциала сторон, представляющих угрозу безопасности Израиля. Параллельно с этим поступают сообщения о том, что Турция активизировала строительство военных баз на севере Сирии. В частности, замечена транспортировка массивных бетонных конструкций и военной техники на авиабазу Менаг, расположенную в 6 километрах к югу от Азаза. По данным местных источников, Анкара планирует развернуть на этом объекте полноценный центр противовоздушной обороны, что может кардинально изменить баланс сил в регионе. В рамках этого же процесса ведутся работы по восстановлению вертолетных площадок и укреплению оборонных сооружений, что говорит о намерении Турции закрепиться в данном районе на длительный срок. Кроме того, появились сведения о строительстве еще одной турецкой базы в северо-западной части Сирии, вблизи города Манбидж. Это также вызывает вопросы со стороны военных экспертов, поскольку размещение значительных сил в данном регионе может привести к обострению конфликта не только с Израилем, но и с другими сторонами, вовлеченными в сирийский кризис. Израильские удары по Сирии становятся все более частыми и приобретают не только военное, но и политическое значение. Они рассматриваются как предупреждение Турции не вмешиваться в ситуацию и не пытаться закрепить свое военное присутствие в регионе. В нынешних условиях вероятность того, что Израиль и Турция окажутся на грани открытого конфликта, становится все выше. Несмотря на то, что официальные заявления сторон пока не содержат прямых угроз, нарастание военной активности с обеих сторон указывает на возможную эскалацию, которая может произойти в ближайшее время. Будет ли конфликт между Израилем и Турцией в Сирии неизбежен, покажет время. Однако уже сейчас очевидно, что противостояние в регионе выходит за рамки локальных столкновений и превращается в один из ключевых факторов, определяющих геополитическую обстановку на Ближнем Востоке. Турция настроена укрепить свои позиции в Сирии и рассматривает возможность захвата контроля над важной авиабазой Т-4, а также усиления ее противовоздушной обороны. В рамках этой стратегии Анкара намерена обсудить с Москвой возможное размещение российских систем С-400 на базе, чтобы защитить воздушное пространство вокруг Дамаска и снизить напряжение с США, которые обеспокоены наличием С-400 у своего союзника по НАТО. Системы С-400 могут быть размещены на авиабазе Т-4, если Турция получит доступ к ней в рамках будущих соглашений с Дамаском. Однако для этого ей необходимо согласие Москвы, которая может использовать этот вопрос как рычаг давления на Турцию и средство для укрепления своего влияния на сирийскую сторону. Важнейший момент для Анкары – это реакция Израиля, который может воспринять наличие С-400 в Сирии как угрозу своей авиации. Израильские власти уже дали понять, что Турция с контролем над авиабазой Т-4 станет серьезной проблемой для израильских ВВС. Кроме того, Турция и США активно обсуждают возможность снятия санкций, введенных в ответ на покупку Турцией С-400 в 2019 году. В ходе недавних переговоров между Трампом и Эрдоганом рассматривался вариант возвращения Турции в программу F-35. Однако, согласно американским законам, Анкара должна отказаться от использования С-400. В этом контексте рассматриваются различные варианты, от деактивации и хранения систем до их переброски на другие базы. Израиль категорически против возвращения Турции в программу F-35, опасаясь, что это ослабит его военное преимущество в регионе. Кроме того, израильские власти направили предупреждение сирийскому руководству, угрожая последствиями за возможный допуск турецких сил на сирийскую территорию. Министр обороны Израиля выразил категоричное недовольство и заявил, что за такое соглашение Сирия может заплатить очень высокую цену. Турецкие СМИ также сообщили, что в результате ночных ударов Израиля по Сирии были убиты несколько турецких военных советников, что только усугубляет напряжение между странами.
В ответ Турция продолжает подготовку к взятию под контроль авиабазы Т-4 и размещению на ней своих систем ПВО. Израиль, в свою очередь, пытается разрушить эту базу, следуя принципу «нет аэродрома, нет и турецкой авиабазы». Если турки продолжат усиливать свое военное присутствие в Сирии, Израиль может предпринять ответные меры, которые могут затронуть не только Сирию, но и территорию Турции, создавая дополнительные трудности для Эрдогана. Поделитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных новостей мира и нашего региона.